Всем привет! В этом видео расскажу, какое снаряжение нужно для того, чтобы поехать на Канарские острова заниматься подводной охотой, как перевести это оборудование в самолете и так далее. Не все прошло гладко, были сложности. Я побывал в очень странных местах аэропорта. Приятного просмотра. Вот сюда я накидал вещи, которые я хочу с собой взять, но сейчас мне нужно будет это все взвесить и проверить, что я укладываюсь в 20 килограмм. Потому что 20 килограмм это ровно тот вес, который мне позволяет взять с собой Ryanair, если я покупаю спортивный багаж. Двадцать два и 3. Ну, это немножко слишком много, но я думаю, что я смогу что-то из этого положить в свой рюкзак, с которым я полечу. Так что я, в принципе, могу себе позволить взять все, что я предполагаю мне может понадобиться. В чем специфика Канарских островов? Океан. Там очень прозрачная вода, вплоть до 30 метров. Это очень чистая вода. Следовательно, ружья нужны длиннее. Там пользуются ружьями 100-120 сантиметров. Роллерами, инверторами. Все, что помощнее. Я выбрал такой промежуточный вариант, которым я смогу пользоваться и тут, в каких-то более чистых местах Испании. Вот такое вот тиковое ружье, 100 сантиметров. Две 16 тяги. Сейчас вы увидите маленький репортаж о том, как оно у меня появилось. Ну что, ружбайка наконец-то пришла. Всего лишь я заказал ее вчера. Я очень удивлен, как она так быстро пришла. Нашел ее на Wallapop. Это аналог OLX или Авито. В интернете она стоит 500 евро. Ну, там где-то на скидках, может, 300 с чем-то. А я ее купил за 200. И это мое первое деревянное ружье. Очень интересно. Опа! Офигеть! Ну, выглядит, конечно, очень круто. А где катушка, собака? Где катушка, ё? Не вставил катушку. Я у него спрашивал, есть катушка, нет катушки. Говорит, есть катушка. Вот болван. Интересно. Ну, красивая, конечно. Катушку, кстати, чувак доотправил. Поставил ее на свое второе ружье. Омер. Хорошая. Так. Что-то я установил. Камеру даже еще одну, чтобы было лучше видно, что да как происходит. В общем, сейчас будем приводить ружье в порядок. Менять тяги, менять монолинь, устанавливать катушку и наматывать на катушку Дайнему. Делать так, чтобы из этого ружья можно было подстрелить, ну так, 50-килограммового тунца. Я купил вот такую катушку. Это катушка от MVD. Я недавно сломал свою пластмассовую катушку, которая была у меня на другом ружье. Мне захотелось что-то максимально крепкое. Поэтому я выбрал металлическую. Уже, возможно, пожалел, потому что она тяжелая, и мне кажется, она испортит чудесный баланс этого ружья. Как-то я буду это решать. Для начала установим катушку и намотаем на нее Дайнему синенькую. Мне кажется, будет норм. Правильно понимаем сторону, в которую должна быть направлена катушка, учитывая, что даже когда фрикцион затянут, если за Дайнему дернуть, тогда он расслабится и оно уедет. Если все это сделать в другую сторону, тогда она наоборот будет затягиваться. Так. Дайнема. Натягиваем Дайнему. Дайнема проходит тут, заходит в дырочку и узелок. Я даже не знаю, какой тут рекомендуют узелок. Ух, я так напился кофе. Прям бегаю, потею. Я завязываю такой двойной узелочек. Должно быть норм. Мы его подрежем и запаяем.
Счастье какое. Теперь можно чикнуть вот это. Шпык. Это нам не надо. 2-миллиметровый монолинь. Я не уверен, что 2 миллиметра это прям необходимо. Мне хочется наконец-то ощутить такую уверенность в ружье, что он реально выдержит все, потому что вот эта моя ружбайка сборная, на ней такая дурацкая катушка всегда стояла, она так хлипко держалась. Монолинь я всегда крепил при помощи плоской отвертки и молотка, просто как бы вплюскивая туда. Хочется наконец-то почувствовать, что если бахну что-то огромное, что, на свое ружье я точно могу рассчитывать. Я надеюсь, что мне хватит его на дабл рэп. Мне правда нравится дабл рэп. Какое-то время назад я сделал на своем ружье 90 сантиметров дабл рэп. Кому непонятно, что это значит, это когда линия у тебя идет от гарпуна к голове, возвращается на зацепчик, а потом опять идет к голове, а потом опять на зацепчик. Таким образом, длительность монолиня, того, что скидывается, когда ты стреляешь, она значительно выше. И это как бы освобождает гарпун. Я, правда, почувствовал прибавку в дальности выстрела и мощности. Теперь надо принять решение, где я хочу его. Тут есть вот такая вот штука на этом гарпуне. Гарпун абсолютно страшный. Я не знаю, сколько тут миллиметров. Мне кажется, 7,5, может быть, даже 8. Пожалуй, сделаю через это. Купил вот такой специальный инструмент для вот этих штучек и монолиня. Чтобы делать все по уму. Завожу обратно и делаю грибочек. Мне нравятся максимально маленькие. Можно чуть-чуть пустить, чтобы оно обошло вот эту штучку. Чтобы вот так вот оно ложилось. И будет супер. Чуть-чуть отступаю от кончика. О, да, выглядит так, как нужно. С другой стороны бомба. И посередине. О! Оружие. Красота. Окей. Тяги. Тяги ерундовые, мы их заменяем. Я купил 16-миллиметровые Seagull Sub React. Или Reactive, я не помню, как они называются. Такие же у меня стоят на моем ружье. 90 сантиметров. Но только там 14 миллиметров. А тут я думаю, что 16 я хочу, чтобы разогнать этот гарпун. Я, кстати, удивился, что ружье пришло с 14 тягами. Будем их резать. Может быть, там бусинки. У меня нет лишних бусинок, поэтому сейчас будем доставать бусинки из этих. Да, у нас тут бусинки обычные. Окей. Чпык. Да, упала бусинка. Сейчас мы ее будем доставать. Чуть-чуть риска. Меряем от места, где крепятся тяги, до последнего крючка. 101,1. 101,1 мы делим. Ладно, пусть будет 100. Делим 340. 29 умножить на 100. Умножить на 100. То есть 29 сантиметров. 29. 100 логично. Потом 29 сантиметров умножить на 2. Получается 60 сантиметров каждый тяг. Да? О, ну да, нормально. Чего докрутить, чтобы осталось больше на вторую. Так. Чпык. Обрезаем, грибкуем. И мы готовы. На следующий же день мы поехали с Антоном на охоту под заброшенный причал. Там неплохая видимость, поэтому я решил взять это ружье. С балансом у ружья все оказалось прекрасно. Катушка не перевешивает, я очень рад. В данный момент я плыву на глубину 17 метров, потому что знаю, что в этом месте находятся обломки того самого причала. И там часто можно встретить горбылей. Я плыву. Вот становится видно сам причал, бетонную его часть. И я решаю заглянуть в щель между ним и дном. Кого интересует полное видео из этого места,
Оно уже есть у меня на канале, называется «Подводная охота под заброшенным причалом». Оно, кстати, на данный момент самое популярное на моем небольшом канале. Я свечу туда фонариком. К сожалению, на камере не видно, но я видел одного маленького горбылечка, который проплыл мимо. Это уже был конец охоты, я чувствовал себя не очень свежо, поэтому решил всплывать. И тут заметил силуэт хорошего горбыля. Довольно дальний выстрел. Я зарядил это ружье всего на одну тягу. Все сработало так, как нужно. Я всплываю, все прекрасно, довольный. Ружье, правда, показало себя за этот день очень хорошо. Я очень доволен. Очень клево. Такое супер стабильное, у него есть вес, и поэтому оно само съедает отдачу. Попал в горбыля я не идеально, но в принципе довольно надежно. Все окей. Горбылек! Горбылечек. Температура воды там примерно одинаковая на протяжении всего года. И большинство людей ныряют на протяжении всего года, опять же, в костюме пятерки. Поэтому я беру свою пятерку Крейси. Нормальную. Он не очень хорошо по мне сидит, потому что не был пошит на меня. Но будет норм. Именно в нем я и плавал все время, когда там жил. Носочки. Я хочу взять пятерку, взять тройку, на всякий случай, если вода окажется теплее, чем я предполагаю. Ну и перчатки пусть будут. В большинстве ситуаций на Тенерифе можно плавать в обычных строительных перчатках. Не таких, без неопрена. Груза. Я еще не выяснил, смогут ли мне дать груза ребята, к которым я еду. Поэтому посмотрим. Возможно, мне не надо будет брать столько грузов. Я возьму немножко или вообще не возьму. И мне просто там их дадут. Теоретически грузов нужно мало, потому что глубины в основном большие. Следовательно, нужно меньше грузов. Но я хочу попробовать охоту на так называемую bluefish. Луфарь. На луфаря. Там они бывают 15 килограмм. И охота на эту рыбу специфична тем, что это происходит на глубине 2 метра. А для того, чтобы упасть на глубину 2 метра, тебе нужно очень много грузов. Очень много. Потому что выталкивающая сила на такой глубине значительно выше. Буёчек. Как просто способ обезопасить себя от всяких лодок, катеров и так далее. 2 маски, 2 трубки. На всякий случай. Потому что они бывают теряются, мы собираемся плавать на каяке и так далее. Всякие такие штуки, они бывают выпадают. Бывают сильные волны в прибое возле рифа, там где тоже можно что-то потерять. Поэтому лучше, чтобы было больше. В идеале я бы взял всего по 2. Но у меня нет. У меня нет всего по 2. Мои ласты. Давно уже пора купить карбон, но денежки пока что нету. Денежки уходят на что-то другое. Ну да ладно. Главное, что они длинные. Ну и 2 ружья. Про это ружье вы уже посмотрели. А это мое обычное ружье 90 сантиметров, с которым я в основном тут и охочусь. 2 14 тяги. Катушка обязательно. Я его беру для того, чтобы охотиться на всяких мурен, чтобы залазить с ним под камни, чтобы не повредить гарпун вот этого. Ну и не всадить его куда-то. На Тенерифе много групперов, много всяких каменных чуваков, много мурен. Так что да, второе ружье всегда полезно. Ну а это ружье я больше рассматриваю как такое ружье полуоткрытой воды. В смысле в лёжке, когда что-то будет проходить, какой-то эмберджек и так далее. А вот это для камешков. Мелочи. Слиппи. Штука, я думаю, что сделанная на основе желатина, чтобы надевать и снимать костюм. Фонарик. Что важно, опять же, высвечивать всяких групперов, которых там много. Ножик. Это все ясно. Да, получилось ничего специфичного, все как обычно. Просто ружье подлиннее, помощнее и костюм пятерка. Все остальное как обычно. Да, по поводу перелетов. Как это делается? Нужно купить обычный билет и к нему докупить спортивный багаж. Вроде как, я не помню, в этот раз я купил спортивный багаж большой,
Но мне кажется, в прошлый раз, это можно перепроверить, написав в поддержку Ранейра. В прошлый раз я покупал маленький спортивный багаж, и все было нормально. Он чуть-чуть дешевле. В общем, все сложить в одну сумку, запаковать, как-то обезопасить ружья, учитывая, что они торчат, замотать их во что-то. И все, и просто отдать как спортивный багаж. Так, как это будет выглядеть? Вот такая сумка. Главное, чтобы ласты в нее влазили. Также сумку по бокам и внизу можно укрепить картоном. Сделать ее более плотной. Для того, чтобы ласты не поломались. Но, в принципе, когда сумка полностью забита, в нее можно будет еще положить какие-то свои вещи, одежду. Тогда она как бы становится плотной такой, набитой, полной и не гнется совсем. В чем прикол Тенерифе, что там очень много молодых подводных охотников. Типа меня, просто парни там, 20-летние чуваки, которые вот так вот со своим другом, такие модненькие, едут заниматься подводной охотой. У нас это развито по-другому. У нас обычно это дяди. Такие дяди. А там нет. Там это очень молодежная тема. Йо. Вот так вот я уложил ружья. Я думаю, что я смогу их просто прикрыть. Вот тут вот прикрыть каким-то картоном. Замотать. Обрезать этот кусок пластика так, как мне нужно. И просто скотчем примотаю сюда. Ружья мы разряжаем, чтобы они стали чуть-чуть покороче. Линем обматываем, чтобы все было вместе. Вспомнил один комментарий, как мне чувак написал, типа, жду, когда ты будешь филировать, разделывать, делать филе рыбы специальным ножом и делать сашими. Вот. То есть не вот этим икеевским, он еще там указал, а не икеевский. То есть не вот этим, а специальным. Специально, чтобы мне было удобнее, и потому что так правильно. Я не знаю, где люди этих сказок наслушались о том, что что-то надо делать как-то. Каким-то определенным образом. Мне это непонятно. Мне кажется, каким ножом ты разделываешь рыбу, это настолько не важно. То есть это не просто второстепенно, это вообще, это очень далеко от реально важных вещей. Таких как эмоция, смысл. Есть. Вкладываем в бэшбайки. Картонка. Хорошо. Все, что осталось сделать, это закрыть эту сумку. И пришлепать вот эту вот штуку вот таким образом. Просто перемотать скотчем со всех сторон. И все. Вот так вот я буду выглядеть в аэропорту. Вот так. Я буду какой-то рюкзачок ищу. Забыл важный элемент оборудования. Dive компьютер. Очень важный. Мне кажется, даже нечего говорить о том, почему он нужен, особенно ныряя глубоко. Это опасно. Еще одна важная часть – это ремкомплект. Всякие штуки, которые нужны, чтобы что-то привязать, починить. Вот заклеить костюм, закрепить закрепочку, прикрепить прикрепочку. Все, уже сегодня вылетать. Наконец-то. Все дозасовываю.
в чемодан и туда, в небо. Ух, мало времени. В общем, что произошло дальше? Я прошел контроль, там, где тебя проверяют на твердые предметы и взрывчатые вещества. Подошел к своему гейту и уже ждал посадки на рейс. И вдруг я слышу из колонок: «Андрей» и моя фамилия. «Андрей» и что-то еще потом сказали. Я пошел к полицейскому, который находится прямо на входе, там, где я проходил контроль, и спросил его, в чем дело. Он говорит: сейчас позвоню. Куда-то позвонил и говорит: ничего. Все нормально, говорит. Потом я пришел к своему гейту, и мне говорят: о, это вы, Андрей, да? И отвели меня. Ведут меня. Там, где в аэропорту все эти перемещалки багажа. И я туда пришел, было очень интересно идти там. И я стою, жду возле своего чемодана. Там на меня посматривают эти люди, которые проверяют эти чемоданы. По итогу я дождался этого же полицейского, к которому я изначально подошел. И он говорит: что у вас в чемодане? Ну, только намного мягче. Говорит: это ружья? Это пневматические ружья? С газом? Я говорю: нет никакого газа, просто резинки. Он говорит: можно, пожалуйста, посмотреть? Я говорю: конечно, у вас есть нож. Он мне дает нож, я все это открываю. Я говорю: у вас есть скотч? Он говорит: да-да-да, мы все дадим. Открываю, показываю, он смотрит вот так. И ему надо было просто увидеть резинки. И говорит: все окей. И все, дальше меня просто отводят в автобус, я еду к самолету. Все меня ждали там. Ну, в смысле, они без меня не улетели, все было хорошо. Они знали, что я там. И все. Тенерифе. Я скучал. Тенерифе. Кого интересуют мои дальнейшие приключения тут, подписывайтесь. Обязательно. Ну и важно сказать, что тут будет много большой рыбы. Настоящие схватки с судьбой. Спасибо.